Почему в мире много бедных людей, а богатых в разы меньше? Как случилось так, что большинство людей вынуждены сводить концы с концами, впахивая на работе с утра до вечера? Можно ли выбраться из бедности? Решить эти проблемы сегодня берутся куча бизнес-тренеров и консультантов разных мастей. Их рецепты сводятся к тому, что ты неудачник, потому что мыслишь неправильно. Короче, программируешь себя на бедность и нищету. А стать богатым просто. Нужно думать иначе. Всего делов-то. А дальше тащите деньги этим тренерам и считайте, что поймали удачу за хвост. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Мы купим себе шмотки, мы купим себе тапки. Не отстают наши чиновники, инициируя работу всяких центров компетенций, форумов и конференций для побуждения всех и вся заняться бизнесом и стартапами, растрачивая кучу бюджетных средств на такие компании. Разумеется, эти жульнические и неправдоподобные рецепты счастья не могут искоренить бедность. Ведь как такое представить, что все недовольные своим материальным положением начнут заниматься бизнесом? Но кто тогда будет работать на крупных производствах? Кто будет спускаться в забой в шахты? Кто будет учить наших детей? Кто будет лечить нас? Кто будет развивать науку? Ряд этих вопросов можно продолжать долго. Очевидно, все не могут стать бизнесменами, так как народное хозяйство устроено намного сложнее, чем представляют себе бизнес-тренеры и многие чиновники. Народное хозяйство работает как единый организм, и общественный продукт создается вкладом каждого работника, поэтому важен труд каждого. Стоит только задуматься, например, сколько общественного труда ушло на ваш завтрак, сколько для этого работало отраслей народного хозяйства, сколько потрачено ресурсов, изношено средств производства и, главное, затрачено труда. Например, наемный работник, если и станет индивидуальным предпринимателем, то не сможет производить такие же товары, как на современных крупных предприятиях. У него не появится огромное количество разных средств производства. Как правило, у большинства людей в собственности нет ничего к продаже, кроме своей рабочей силы. Короче, труд, как бы этого не хотел, вынужден подчиняться капиталу. Разумеется, трудящийся получает зарплату, уровень которой, по уверению наших чиновников, достаточный. Бывают перекосы, но нужно потерпеть. Вытерпели ведь Великую Отечественную войну. Продержимся и сейчас, а жизнь в целом становится все лучше. Но почему многие работающие люди живут за чертой бедности? Как такое возможно? Попробуем разобраться в этом феномене и что из себя представляет заработная плата. Начнем с современных учебников по экономической теории, где зарплату отождествляют с ценой труда. Наемный работник продает капиталисту свой труд, как товар, и заработная плата является ценой этого товара. Эта трактовка, как и многие другие в буржуазной экономической мысли, несет идеологический характер и затушевывает эксплуатацию, внушая мысль наемному работнику, что оплачивается весь затраченный им труд. Обманчивая внешняя форма зарплаты объясняется тем, что она выплачивается после затраченного рабочим своего труда и рассчитывается согласно отработанному времени или за определенный результат. Возникает ощущение, что вам заплатили именно за ваш труд, но если бы капиталист оплачивал рабочему всю стоимость труда, то не существовало бы прибыли. Короче, труд является источником стоимости, но сам труд не является товаром и не может иметь стоимости. Капиталист покупает на рынке не сам труд, а рабочую силу, то есть вашу способность к труду. Далее в процессе производства происходит потребление рабочей силы, то есть расходование мускульной, нервной, интеллектуальной деятельности. Проще говоря, сам процесс труда. Напомню, что стоимость рабочей силы включает расходы трудящегося, необходимые для его воспроизводства. В первую очередь это пища, одежда, крыша над головой, культурные потребности и, конечно, семья и дети, чтобы была замена у станка после того, как рабочий не сможет уже трудиться. Итак, стоимость рабочей силы можно выразить в деньгах, то есть представить как цену рабочей силы, которая есть основа заработной платы. Но главное, стоимость рабочей силы может не совпадать с заработной платой. Последняя может быть меньше, и тогда рабочий воспроизводится в хиреющем виде. Он не доедает, живет в стесненных условиях и не может прокормить детей. Можно сказать, что разница между зарплатой и стоимостью рабочей силы образует неоплаченную стоимость рабочей силы, которая наряду с прибавочной стоимостью превращается в прибыль капиталиста. По сути, это нарушение закона стоимости, так как нарушается эквивалентный обмен между трудом и капиталом.
Однако такое часто случается особенно в периферийных странах, где буржуазия готова пойти на любые уступки, лишь бы получить прямые иностранные инвестиции из стран развитого центра. Они готовы любыми способами подчинять рабочих, уничтожать профсоюзы, устранять любые попытки сопротивления, в том числе силами военных или специальных эскадронов смерти. Короче, сделать все, чтобы угодить глобальному капиталу и получить кусочек прибавочной стоимости, выколоченный из собственного населения. В развитых странах положение трудящихся, как правило, лучше, чем в периферийных странах, которые на протяжении нескольких десятков лет достигалось за счет борьбы за свои права и нормальную жизнь. Однако в наши дни и их положение ухудшается, ведь их несговорчивость легко побуждает капиталистов вынести производство в страны, где бизнес вести проще, а на экологию и на рабочих можно наплевать. Разумеется, подобные процессы приводят к росту безработицы, в том числе в развитых странах. Кстати, представители Economics не видят ничего плохого в уровне безработицы около 5%, называя такой уровень естественным. Логично, ведь капиталистам безработица играет на руку, неугодным рабочим проще показать на дверь, за которой несколько человек стоит в очереди на его место. На самом деле, безработица оказывает вредное воздействие на народное хозяйство, так как трудящиеся могли и хотели бы работать и производить товары, но экономика отвергает эту рабочую силу. По данным американского экономиста Бреннера, рост безработицы в США на 1% ведет к следующим социальным последствиям: 37 тысячам умершим от сердечно-сосудистых и других заболеваний, 4 тысячам попавших в психиатрические больницы, 3,5 тысячам заключенным в тюрьмах, 920 случаям самоубийств, 650 убийствам, росту алкоголизма, разрушению семей и тому подобное. Выходит, что безработица и бедность деформируют людей, ломает их, превращая в преступников и маргиналов, либо прочих радикальных элементов. Но неужели рабочий человек обречен на жалкое существование? Можно ли изменить свою судьбу? Бизнес-тренеры и всякие эксперты настаивают на изменении мышления и навязывании фальшивых капиталистических ценностей. Мол, признак успеха – это быть обладателем спорткара, яхты и особняка в Лондоне. Но безбедная жизнь – это прежде всего нормальное воспроизводство рабочей силы, то есть удовлетворение необходимых для этого потребностей. Если трудящемуся и удастся стать предпринимателем, а такие случаи иногда бывают, то бедность это никак не искоренит. Ведь сколько их новых капиталистов, а сколько разорившихся и пополнивших ряды пролетариата. Итак, источником бедности является не особенность мыслительного процесса, не мнимая лень бедняков. Напротив, бедны как раз те, кто трудится, кто своим трудом создает богатство, а богаты как раз те, кто не участвует в созидательном труде. Бедность порождается капитализмом, является его продуктом и вместе с тем выступает как непременное условие его нормального функционирования. Она принуждает трудящихся продавать свою рабочую силу капиталистам и притом по цене ниже ее стоимости. Более того, она побуждает их к интенсивному и продолжительному труду. Бедность заставляет наемных работников соглашаться на такие условия труда и его оплату, на которые они никогда бы не согласились. Именно бедняки образуют резервную армию труда, армию безработных. Но неужели жизнь предрешена сложившейся системой и нет возможности стать истинно свободным человеком, свободным от бедности? Разумеется, лежа на диване жизнь не станет счастливее. Только борьба за свои права, только осознание себя как класса, как субъекта исторического действия позволит сделать шаг из царства необходимости в царство свободы.